Айоу, чуваки, вы на канале Айдо. Я немного приболел и мой голос немного изменился, но надеюсь, что это не помешает вам насладиться данным видео. Medieval Dynasty — это такой реалистичный выживач в средневековом сеттинге с элементами управления деревней, в котором вам придется собирать палки настолько часто, что они могут начать вам сниться в страшных снах. В этой игре есть все, что мы, или по крайней мере я, так любим. Строительство домов и производственных зданий, добыча ресурсов, охота, стрельба, крафт и даже земледелие. Но у игры есть и недостатки. Но об этом я расскажу вам уже в другом видео. Все эти механики, да и сеттинг в целом, как заметил мой друг, я просто не могу пройти мимо игры, где есть мечи, луки, все вот эти ваши каменные замки и старые дома. Все это очень сильно привлекло мое внимание. Я решил забыть обо всем другом и прожить в этом мире 50 игровых дней. А с учетом того, что в игре сезоны сменяют себя каждые 3 дня, я прожил в мире Medieval Dynasty немного больше, чем 4 игровых года. Долго думал, выкладывать ли то, что вы сейчас услышите или нет, но все же решился. Пусть эта песня послужит неким препрологом и погрузит вас в средневековую атмосферу. Это история о выживании, где есть своя династия, где есть долги, где есть ремесло. В детстве, бежав от войны и оставшись одним без семьи, на этой новой земле предстоит нам свой род возродить. Впереди ждет лютый гринд, впереди работа ждет. В этом мире не один, так погнали же вперед. Нам предстоит собирать сотни стаков самых разных палок. И это начало лишь драться с волками, выживать в бою лишь с голыми руками. И я даже не шучу, нам пора идти в Medieval Dynasty. Я жил совершенно обычной жизнью. Что бы ни требовалось делать на ферме, я это делал. Быть старшим сыном — это трудно, но по крайней мере мы жили, и наши тарелки никогда не были пустыми. Но потом пришла война. Я потерял все за одну ночь, и последнее, что я помню, как отец толкал меня прочь и кричал, чтобы я убегал жить. Сначала я не знал, что мне делать, но потом вспомнил историю, которую рассказывала мне мать. Историю о моем дядюшке Йордане. Он сколотил небольшое состояние в тихой долине вдали от войны. Несколько недель я был одержим этой мыслью, пока не прибыл в долину из маминых рассказов. Здесь я смогу начать новую жизнь. Я появился в чертовски красивом и насыщенном цветами мире. Все вокруг буквально буяло красками, в основном зелеными, конечно, и я невольно вспомнил Kingdom Come Deliverance, где картинка мне просто чертовски понравилась. Путь мой лежал в Гастовию, деревушку, где у меня был единственный родственник, который точно был в живых. Он был единственной нитью, которая связывала меня и эту деревню. И вот он, видимо, его поставили в угол за плохую работу, иначе я не понимаю, почему он здесь стоит в таком положении. Он сразу же меня узнал, так как глаза нашего персонажа были разного цвета. Один голубой, как небо, а второй черный, как кусок угля. И несмотря на его слова о том, что он знал мою мать, мы были рады видеть друг друга, но это не был наш дядюшка, это был его старый друг. И после того, как он узнал, что мы потеряли всю семью на войне, он опечалился. И оказалось, что наш дядюшка тоже скончался. Правда, он умер легко и безболезненно во сне. Что мне было делать, с чего начинать, я не знал. И Юнигост, сразу прошу простить за возможное неправильное произношение и ударение. Юнигост сказал, что мы можем пойти куда угодно и начать новую жизнь, построить себе дом и посмотреть, что мне уготовила судьба, и даже построить целую деревню, если только того захочу. Здесь частенько бывают путники, и кто-то из них, вероятнее всего, будет не против осесть в этих краях. Но земля не будет полностью бесплатной. Каждый год нам надо будет платить подати королю, но в остальном мы вольны заниматься всем, чем угодно. Главное не нарушать закон, или хотя бы нарушать его так, чтобы меня на этом не словили. Ну и я решаю остаться здесь и посмотреть, что из этого вообще выгорит. Ресурсы этого мира в моем распоряжении, благо что за разбросанные камни и палки налоги платить не надо. Ведь не надо?
После постройки дома нужно будет вернуться к этому мужику и поговорить с ним за кружкой пива. Началась сюжетная часть игры, которая должна ввести нас в курс дела. Я похвастался бицепсом перед местной жительницей и начал присматривать себе место для будущего дома. Сперва я хотел построиться прямо рядом с этой деревней, но если у нас будет своя собственная, то нужно хотя бы немного от нее отдалиться. И я решил, что построюсь рядом с речкой и двинул туда, по пути собирая камни и палки. Благо, этого добра тут разбросано было так много, будто тут еще вчера бушевал ураган. Нашел меню крафта и сделал себе каменный топор. Нужно было добыть бревен, сделать строительный молоток и запастись соломой. Пусть не так же красиво, как в Форесте, но я начал валить лес. Деревья падали под своим весом, и их можно было разрубить на бревна, а бревна уже, как я понимаю, на палки. Следующей была солома, где ее брать сразу было вообще не ясно. Но буквально в десятки метров была река, и там рос тростник, который как раз и был мне нужен. Я свалил еще пару деревьев, но по карманам распихать все не получилось, так как начинался перегруз, а это нам, пожалуй, не надо. А теперь к строительству. Судя по анимации, я соткал этот строительный молоток из самой материи, не то чтобы из дерева, и приступил к строительству. Здесь был готовый пресет простого дома, и пока я не знаю, можно ли строить что-то прям по кирпичику, так что выбрал его, простой маленький дом. Рельеф этого места не был особо ровным, и я нашел дому место получше, прямо на берегу реки, и начал строительство. Дом возводился буквально по кусочку, и на каждый этап строительства уходила частичка из добытых ресурсов. Сначала фундамент, затем каркас, на который пришлось дорубить сваленные раньше деревья, а после стены и все остальное. Когда я пошел к реке, чтобы утолить жажду, увидел там какой-то брошенный груз. Там был только хмель, и я не имею ни малейшего понятия, насколько ценен этот товар. Все, что я знаю про хмель, только что... Пьянка – это калории, это сила. И когда дом был достроен, я заимел целые 2 кровати, односпальную и двуспальную, сундук... 2 кресла? Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Извините, я просто не мог это не вставить. Бросил в сундук пару палок и хотел уж было возвращаться в деревню, но игра говорила, что надо смастерить ловушку для кроликов, сделать деревянное копье, каменный нож и добыть хотя бы одно животное, чем я и решил заняться. Я проверил, как летит копье относительно прицела, чуть ниже, чем метка самого прицела, а значит охота должна быть легкой. Я двинул в то место, где раньше видел кролика, но удача была на моей стороне. Камон, ребят. Дикий кабан. Копье сломалось буквально после пары атак, и я, начал драться с ним голыми руками, пока не понял, что мое здоровье на исходе. И знаете, видимо, сейчас наши с ним силы были приблизительно равны. Он ударил меня еще раз и убежал. Видимо, испугался этих 2 пушек. А если честно, я, рад, что не откинулся в первый же игровой день. И, кстати, я в инвентаре заметил, что у нашего героя есть возраст. Получается, это реальная игра про целую династию. По идее, когда наш персонаж состарится и умрет, мы будем играть за его детей. Значит, придется вкинуть пару навыков в харизму и найти подходящую пару. У местной трактирщицы Доброньеги я попросил покушать, чтобы не умереть от голода или от отравления, а она начала рассказывать свои залихватские истории о прошлых временах, когда путешествовала, но в итоге решила осесть здесь, потому что влюбилась в одного из местных жителей, в какого-то деда, старше нее лет на 20 или больше. Но кто я такой, чтобы ее судить? Мне главное пивка дайте. Так, уже с пивом я заблудился в 2 соснах, но все же нашел Юнигоста, который был другом нашего отца, и пообщался с ним за кружечкой хмельного напитка. И тут Юнигост начал рассказывать длинную историю про отца главного героя, что они промышляли воровством и были очень хороши в своем деле. И, пожалуй, на этом я и закончу его рассказ, так как он был, просто очень длинным и в то же время никак не влиял на игровой процесс. Я не преувеличиваю. Я читал диалог так долго, что на улице успело потемнеть, а кроме того, что я узнал, что мой отец жил очень веселой и опасной жизнью в свои лучшие годы, ничего полезного я не услышал. Надо было бежать домой и готовиться ко 2-му дню. Я увидел, что при рубке дерева повысил свои навыки и открылось 1 очко умений, которое я потратил на усиление устойчивости к холоду. Видите этот маркер? Я так понимаю, что буквально через пару игровых дней наступит следующий сезон и... Зима пришла в дом Фреев.
Первым делом я попил воды из реки, в которой стоял своими немытыми ногами, а после ворвался в дом Юнигоста, ожидая развития сюжетной ветки. Я хотел поскорее пройти сюжетные главы, ведь именно они знакомят нас с механиками. Да и с сюжетом ты лучше погружаешься в игру. Он сказал, что в деревне произошло убийство, и ему предстоит этим заняться, а значит он не сможет рассказать нам свою очень интересную и очень длинную историю, поэтому предлагает сбегать к его товарищу Самбору, который живет в одной из соседних деревень, практически в километре отсюда. Я понял, что я не выполнил задание, связанное с охотой, и с новым копьем опять пошел в лес. В этот раз уже за кроликом. На удивление, поставленная ловушка сработала, один кролик уже у меня был, но задание выполненным не стало. Придется добывать их по старинке, голыми руками. Я заметил, что убегая, они будто бы делают большой круг и заворачивают обратно в мою сторону, так что я срезал, выжидая момент, и совершил меткий бросок. Еще бы, он ведь был от меня в паре шагов. После скрафтил каменную кирку на будущее, поджег в доме костер и пожарил все добытое нелегким трудом мясо. В принципе, я думаю, что с голоду я уже не умру и смогу пережить зиму даже с таким скудным арсеналом. Ну а после я побежал к Самбору, который жил где-то посреди леса в 600 метрах отсюда. И это вам не GTA. Я реально бежал эти 6 сотен метров пару минут реального времени, по пути слыша какие-то странные звуки, похожие на рычание волка. Надеюсь, что это путешествие не станет моим последним, а вот и Самбор. Юнигост предупредил, что этот человек не очень общительный, но он тоже сразу меня узнал, опять-таки из-за разного цвета глаз. Я сказал, что хочу услышать пару историй о моем отце, хотя на самом деле меня заставила это сделать сюжетная ветка, и он начал новый рассказ, еще более длинный, чем вчерашний. И наш герой похвалит его навыки рассказчика, и описанная история была действительно рассказана так, будто бы зачитана из страниц книг, но я ведь пришел сюда поиграть, а не читать пролог длиной в пару реальных страниц, так что перескажу вам его буквально в паре слов. Наш отец был таким себе охотником в то время, и ничего кроме ягод и грибов у него не было, а ему понадобились деньги. И тогда он устроился работать на одного заможного человека, который кинул его на деньги и избил. Ну и наш батяня решил отомстить. Он заказал у портного красивый дорогой костюм, за который само собой не заплатил, ибо было нечем, и, видимо, навык красноречия у него был вкачан, в отличие от охоты. Он переспал с женой этого пана, нарочно оставив там свои портки, чтобы тот узнал об измене, а попутно украл денег достаточно, чтобы все же отдать долг портному. А после отец, Юнигост и Самбор промышляли кражами и подобными делами в других местах, наказывая богатых. Словом, ребята косплеили Робина Гуда. И чтобы дослушать эту историю до конца, мне пришлось выкопать пару залежей глины для этого мужика. И, видимо, он вырезал какие-то фигурки из дерева, иначе я не знаю, как это здесь оказалось. Я все забрал, ожидая, что это можно будет продать или дать ребенку в качестве игрушки. И да, я бежал сюда километр через лес с волками в обе стороны ради истории. Но я хотя бы украл у него из сундука кожу. Снять лук со стены было нельзя, а больше здесь ничего и не было. На обратном пути я увидел волка и уже был готов принять бой. Точнее, отвести его к Самбору и посмотреть, как тот будет с ним драться. Но, пожалуй, это была простая собака, ну или прирученный волк. Словом, благо, что все обошлось. Я побежал в деревню и поговорил с Юнигостом. Кстати, тот его друг попросил ему передать пощечину, но все обошлось простыми словами. Мало ли, это может ухудшить наши отношения. Признаюсь, очередную охуительную историю от него я пропустил, а то получалось, что за час игры минут 20 ушло бы на чтение. И подходя ближе к делу, надо было ему помочь, забрать его косу у жительницы соседней деревни. И попутно я пообщался еще с одним жителем, Салвином, который переживал за ухажера сестры. Словом, надо было его занять чем-то другим, чтобы тот держался от нее подальше. Уже стемнело, но я решил добить задание с косой. Оказалось, что наш друг ее проиграл в споре, и я решил вернуть ее, опять-таки поспорив на косу с этой вот жительницей деревни. Правда, это был не совсем спор, она сказала, что если мы отгадаем 3 ее загадки, то коса наша. Какие загадки, блядь, хуяешь?
Коса была у нас, и я решил срезать путь прямиком через реку, надеясь, что герой умеет плавать. Но ему даже плавать не пришлось, видать, река оказалась слишком мелкой, или он был Иисусом, словно я просто ее перешел. Разбудил Юнигоста посреди ночи, отдал чертову косу, и Самбор что-то спрашивал о нас, а значит придется опять бежать к нему. Поймите, мне не особо нравится бегать туда-сюда сотни метров по лесам и полям, но сюжетную ветку я пройти должен, так как с игрой я совершенно не знаком, и именно сюжет раскроет все механики и нюансы, так что завтра придется опять двинуть к нему. Надеюсь, нас не будет ждать там новая история. Да, наверное, придется нам побегать туда-сюда не один раз. Я забрал кролика из ловушки и... что? Погнал опять к Самбуру, который нас звал. Не дай бог, там какая-то фигня. Вот я снова увидел того пса, но, черт, это таки волк, а не собака, и в этот раз он решил напасть. Я побежал к дому Самбура, чтобы согреть волка на него, но, знаете что? Ему вообще было все равно. Я разломал копье о землю и с покусанной жопой спрятался в доме. И, ну, хотя бы у меня были ресурсы на новое. С опаской я вышел из дома, и слава богу, волк куда-то убежал. Да, надеюсь, я сюда не просто так бежал и чуть не умер. Этот кретин попросил меня убить сову, чертову сову Карл, которая своим угуканьем сводила его с ума. Ну, круто, такие важные, срочные дела. Я должен был отыскать сову, но я не понимал, как я смогу ее убить с этим копьем. Ну и я начал ориентироваться на звук. Это был человек, который сидел в кустах и издавал звуки совы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Словом, этого парня наняли, чтобы он доставал Самбура. Почему, я не знаю, но ему за это заплатили. Я отпустил его, ведь при самом имени Самбур он понял, что лучше свалить отсюда. Парень выдал своего нанимателя, какого-то мужика по имени Вольрат из деревни Тутки. С этой информацией я направился к Самбору. Тот, само собой, не поверил сразу, что это был человек, но наниматель Вольрат оказался его знакомым. И, он хочет сделать другу сюрприз и попросил нас отнести эту штуку ему. Вот только он будет делать ее пару дней, так что нам придется возвращаться домой, а на днях опять бежать к нему и уже от него бежать к Вольраду. Ходьба! Соси. Черт, я что, Death Stranding запустил? Но там мне хотя бы нравилось туда-сюда бегать. Я вернулся домой, проложил тропинку от дома к главной дороге и решил, что раз я могу построить еще один дом, то, пожалуй, я это сделаю. А там, гляди, появятся первые жители, и мы начнем что-то зарабатывать, или хотя бы увидим, какие механики тут еще есть. А то пока что я только и делал, что рубил деревья и камни собирал. Дома тут строились, конечно, не так уж и быстро, нужно было собрать достаточное количество ресурсов, и сам процесс строительства был никак не мгновенным, но это мне даже нравилось. Так дома ощущаются гораздо ценнее, чем если бы я просто построил их в 2 клика за 1 минуту. Кроличья ловушка дала мне последнюю свою добычу перед тем, как сломаться, а я потерпал от бесконечного перевеса, но виной тому была целая куча палок в моих карманах, а после я повысил свои навыки и прокачал прочность топоров, а следом повысил уровень здоровья и дал себе чуйку на ресурсы, которая будет подсвечивать камни, палки и прочие мелочи. Понял, что открылись какие-то строительные технологии и решил построить колодец. Я сомневаюсь, что воду здесь можно будет продавать, но если в деревне появятся жители, без колодца явно не обойтись. В меню технологий рядом с этими постройками были какие-то дополнительные схемы, которые покупались за деньги, но поскольку у меня денег мало и я пока не знаю, как их зарабатывать, от покупки я откажусь. Строительство и так заняло целый день, так что все, что мне осталось, это съесть незрелых ягод, заживать их зверобоем, чтобы не травануться, пожарить мясо и лечь спать. И не поверите, завтра уже зима.
Точнее, осень, как мне кажется. Да, эта иконка похожа на осень, или скорее это лето. Словом, я не вникал в это дело, да и какая разница, это про этих там. У меня появилось новое задание – выполнить пару заданий для соседей и провести успешный флирт. Попробовав пофлиртовать с замужней женщиной, я узнал, что дамы, которые свободны, обычно находятся у лагерного костра. Кто-то из этих прекрасных дам станет моей женой, я надеюсь. Иначе придется закончить игру побыстрее, ведь получается, что 1 год здесь длится всего 12 дней, и до 100-го я вряд ли доживу. Видать, интеллектом Бог их не наградил, так как девушки сидели под открытым небом во время дождя, у костра, который не горел. Некоторые люди просто, блядь, тупые. Я решил пофлиртовать с Леонардо, втирая ей какую-то дичь. Я не знаю, возможно, я пренебрегаю механиками игры, и здесь есть какая-то сложная взаимосвязь интересов и увлечений у персонажей, но я выбирал то, что мне нравилось больше всего, и после флирта я предложил ей поселиться в моей деревне. Она согласилась. Потом, желая выполнить пару квестов, решил поговорить с женщиной-кузнецом, сбыл ей всякий хлам, который мне был не нужен, и знаете, алкоголь я продал ей за 90 монет. Хотя, как видите, дает он не так уж и много положительных эффектов. Мне удалось заработать около 400 монет, но вот с заданием я вряд ли сейчас могу справиться. Ей надо было 7 шкур, из кроликов добывался только мех, а кабаны, ну вы сами видели, как я едва вышел из этой схватки живым. Я решил вернуться домой и посмотреть, как там поживает наша новая жительница и, возможно, моя будущая жена, но ее здесь не было. Я решил пока поставить пару ловушек для кроликов и, увы, но можно было поставить только одну ловушку одновременно. Видимо, чтобы добыча ресурсов не была слишком простой. И пока я всем этим занимался, заметил какой-то разрушенный лагерь, и там было просто невероятно много добра. Медовуха почти за 300 монет, железный нож, какой-то еще напиток за 100 монет, бронзовый топор, дрова, ведро для воды, немного мяса и шкур и бурдюк. С лютейшим перегрузом я двигался в сторону дома, чтобы это все добро сгрузить в сундук. И хоть это длилось очень долго, я ведь маг монтажа, так что для вас это будет длиться всего лишь пару секунд. Моя будущая женушка стояла посреди улицы, и я догадался, что нужно сделать что-то еще, чтобы она стала полноценной крестьянкой в моей недодеревне дураков. Я нашел меню, где можно было приписать ей жилье, благо, что я построил 2 дома с самого начала, и также приписал ее к работе таскать воду из колодца. Потом сбросил все тяжелые вещи. Ведро и бурдюк решил не продавать, мало ли они нам пригодятся в крафте или добыче ресурсов. Ну а потом вспомнил, что я брал задание у одного парнишки, который переживал за сестру, за которой бегал деревенский парень, и он оказался куда младше, чем я думал. Парню было 7 лет, и явно за 7 лет не успеешь прокачать навык интеллекта выше, чем я успел прокачать красноречие. Я сказал ему, что он выглядит как настоящий рыцарь, и ему полагается тренироваться с деревянным мечом, дал ему простую палку и отправил тренироваться и защищать жителей деревни. Это сработало, и Алвин, у которого я брал задание, он, кстати, был практически моим ровесником. Может, мы с ним сможем подружиться и основать свою банду в будущем. За труды он дал мне пряник и сказал спасибо. Но я взял еще одно задание, поскольку это почему-то мне не засчитали. Мужик попросил нарвать ягод, и уж с этим-то я точно справлюсь. Ягоды росли практически напротив моего дома у реки, и это дело не заняло слишком много времени, так что я справился с ним быстро. Правда, какие задания, такие и награды. Кроме репутации и яблока, мне не дали ничего. Слева сверху экрана я заметил показатели деревни. Как я понимаю, для нормального функционирования ей нужна еда, вода и дерево. Ну, на воде у меня трудилась одна дама, и я пошел брать свой гарем другую. Но жить ей пока было негде, так что я решил возвести ей охотничий домик, чтобы убить 2 зайцев одним выстрелом. Ей и жить будет где, и работать одновременно. Практически до самой ночи я долбил деревья, чтобы достроить этот домик, а по итогу оказалось, что это просто место работы, и для жилья нужно строить исключительно простые дома, а эти считаются только рабочим местом. Прокачал себе навык флирта с дамами, чтобы соблазнять их было легче, и как хороший староста деревни я прокрался в дом и посмотрел, как спит одна из моих сожителей. В этом ведь совершенно нет ничего странного. Начал строить второй дом для второй барышни, но не успел, и раз в игре 3 дня это сезон, то 1 день считай, что месяц, и придется ей простоять месяцок с факелом на улице, а я пока пойду спать, ибо уже слишком темно.
День начался из постройки второго дома для нашей бездомной барышни, и параллельно я пофлиртовал со своей будущей супругой. Меня немного беспокоил тот факт, что требования жителей в еде и воде не удовлетворены. У нас ведь есть колодец и охотник, и там трудятся две барышни, но я решил отстраниться от этого на сегодня и попытать счастья в квестах. Сходил к Ярогневе с предложением помощи. В деревню должны были доставить зерно пару дней назад, но почему-то его до сих пор не было. И черт, знаете что, мне придется пилить аж на край карты за этим заданием. Да, подумал я, тут игра явно надо мной издевается. Что ж, я решил, что за деревней есть перевозчик, и поэтому решил подойти к такому и узнать, возит ли он нас бесплатно или какие там вообще расценки. Сколько? Как видите, суммы исчислялись в 100 монет, и мне не хватило бы денег даже в одну сторону. И хочу забежать немного наперед и сказать вам, что разработчики точно издеваются надо мной. Ведь даже если бы я смог мгновенно переместиться в ту деревню, то мне все равно пришлось бы пробежать это расстояние пешком. Ну, хотя бы я смог разлить себя по пути, завалив ворону с помощью копья, а позднее и кролика. Я прибежал в деревню к моей цели и узнал у мужика, что же произошло с поставкой зерна. Он сказал, что отправил парня еще вчера, но тот так и не явился. И вот о чем я говорил, мне все равно придется пилить пешком в точку, которая находится как раз посредине обеих поселков. То есть она равно удалена от обоих сел нарочно, чтобы я и оттуда не смог срезать, и оттуда. Что ж, спасибо, игра. Еще и область поиска этого парня была чертовски большой, а на земле я не смог увидеть ни следов, ничего-либо еще. Но тут я пошел по псевдологичному пути. Я решил пойти вдоль узкого ручья наверх по течению, ожидая, что где-то под ним должен быть лагерь. По пути заметил разбитую повозку, где из ценного взял только железную руду, и когда поднялся к самому источнику, увидел, что тут сидит раненый паренек. Это оказался наш клиент. Я забрал у него зерно, и дальше было невероятно интересное приключение. Я опять побежал в ту деревню, чтобы рассказать про парня и вызвать помощь. Получил 300 монет за свои труды. Напоминаю, дорога стоит почти 500 монет. И опять побежал, но уже в родную деревню сдавать квест. Да, не буду скрывать, я был немножко разочарован тем, чем игра предлагает мне заниматься. И пока я бежал домой, часики тикали, и симулятор выживания плавно превратился в survival horror, где я бежал с факелом через лес, стараясь не обращать внимания на шорохи и звуки диких зверей. Я поднял спящую девушку, не хрен спать, пока я тут бегаю как дурачок. Сдал ей задание и получил награду – 100 монет. Ну, шикарно. Не помню расценки на товары, но судя по тому, что всеми заработанными деньгами я не отбил бы дорогу даже в одну сторону, я думаю, что меня знатно поимели. Шестой день я начал со складирования барахла в свой сундук и жарки мяса, один кусочек которого восстанавливал всего лишь 5 единиц сытости из 100. Сегодня я начал строить складское помещение, размером оно было раза в 2 больше, чем дом, и соответственно на его постройку уйдет вдвое больше времени. Я решил построить его из-за иконок сверху слева. Мне казалось, что вот, у меня есть жительница-охотник, жительница-водонос, и для того, чтобы они смогли заниматься своей работой, им нужно помещение, где они будут складывать все свое добро. Но хрен его знает, что тут с этим складом. Ведь так-то воду не обязательно складировать, если у нас колодец в 20 метрах от дома. Словом, я не особо понимал, что мне делать. Попутно повысил навыки добычи и улучшил прочность топора и количество получаемого опыта за свою работу по добыче ресурсов. И решил попробовать закинуть в складской сундук немного разных ресурсов. Может быть, так я смогу удовлетворить нужды наших жителей. Только вот, если даже так, то как потом сложить воду в сундук? А главное, зачем? Камон, ребят. Ну и после разочарования из-за того, что он напрасно построил склад, побежал по заданию к Самбору. Насколько я помню, он там готовил какой-то подарок своему другу. По пути попробовал поохотиться на лису, которую случайно встретил, но одного копья ей не хватило, а бегала она довольно быстро. Так что я решил, что скорее всего мне просто нужно копье получше. Не из дерева, а из меди или даже железа. Когда пришел к Самбору, его подарок уже был готов. Это была, цитирую, теплая и мягкая посылка. Я думаю, вы понимаете, о чем я, особенно учитывая, что получатель подшучивал над Самбором, и теперь он решил подшутить над тем в ответ. Если вы не поняли, скажу прямо, скорее всего, это простое дерьмо. И тут у меня уже бомбануло. Я бежал сюда полкилометра просто для того, чтобы отнести кусок говна за 1,5 километра отсюда и потом столько же бежать обратно. Твою мать, блядь! Что здесь происходит?
Я решил, что эти квесты, достойные 47-й хромосомы по содержанию и увлекательности, это не мое, и что неписи меня тупо используют. Ведь какой интерес в подобном геймплее, ибо половину игрового времени я бегаю, не знаю, как это можно назвать. По пути домой я решил срезать и наткнулся на еще один заброшенный лагерь, рядом с которым стоял волк. Я решил, что если не скиллом, то умом я все же его завалю. Запрыгнул на текстуру палатки, дал ему пару ударов по морде с помощью копья. Тот быстро начал убегать, но мой меткий выстрел все-таки его догнал. Это был мой первый побежденный волк, и признаюсь, я был маленько рад. В палатке лежал лук и несколько стрел, чему я тоже обрадовался. По идее, стрелять из лука куда легче, чем метать копье, и в плане прицеливания, и в плане дальности полета снаряда. Буквально через пару минут я лук опробовал, всадил пару стрел в барсука и, слава богу, не промахнулся, ибо их у меня всего-то было штук 5. Вернулся домой я поздно, только и успел что поджарить мясо да посмотреть, зачем вообще мне нужно ведро для воды, которое я когда-то нашел. Я подумал, может им стоит набрать воды и отнести на склад, но в описании предмета было написано только о готовке на кухне, в таверне и о создании зелий. То есть этим запасов деревни не пополнить. Сказать, что я был слегка растерян, ничего не сказать. Я оставил ведро с водой в ящике у колодца и отправился спать в надежде, что завтрашний день будет лучше, чем был этот. Но едва ли, ведь лето закончилось. На данный момент я знаю, чем сегодняшний день закончился, и скажу вам, что было никак не легче. Но зато я сделал прям очень много полезного и наконец-таки разобрался в этом чертовом менеджменте деревни. В укор разработчикам хочется сказать, что вы должны были делать обучение базовым вещам, а не посылать нас относить говно в свертке и выполнять квесты по сбору ягод. А вот и наши дамы. Лица довольные, работы нет, еды нет, воды нет, точнее, все это есть. Вот только как это добыть, никто из нас не знал. Но и отправляться за новым блестяще исполненным квестом с 10-минутной пробежкой я тоже не собирался. Надо было что-то предпринимать. Я пофлиртовал со своей будущей женой, если она, конечно, не свалит из этого ада раньше. Повозился в меню распределения работ и нашел новую вкладку. Оказывается, что они не способны просто так заниматься своей работой. Им нужно предоставить инструменты. Для нашей вододобытчицы нужно было ведро, и благо я такое находил, так что я попробовал закинуть его на склад, и в меню работы мне удалось направить все ее силы на добычу воды. Также и с охотницей, но ей был нужен нож со 2-м уровнем прочности. Я не знаю, какой это именно нож, но поскольку в обоих своих блужданиях я находил железный нож, то оставил на складе его и дал ей работу по добыче сырого мяса. Думаю, с них хватит. Дальше сами пусть разбираются. А сам я тем временем понял, что могу вспахать поле. Я знал и раньше, что таким можно будет заниматься, просто я ждал, когда сюжет предоставит мне такое открытие. И совсем про это забыл. В общем, я выделил себе участок прямо рядом со своим домом, сделал себе деревянную мотыгу из только что срубленного дерева и начал возделывать землю. Игра подсказывала, что дальше нужно землю удобрить. Думаю, мягкий и теплый пакет от самбура мне тут пригодился бы, но игра на такое не рассчитана, так что я погнал в город к торговке, который продал все лишнее, в том числе и какой-то специальный напиток, который стоил 500 монет. Вообще он служил подарком для дамы сердца, судя по описанию, но сейчас мне нужны деньги на семена и удобрения. Я сбегал в город прицениться, но заметил что-то ужасное. Одна из моих девчуль покинула нашу славную деревню. Нечего есть, я понимаю, воды нет, понимаю, но почему сразу бежать? Я понимал, что с таким темпом и вторая девушка решит свалить, а ведь я с ней уже флиртовал. Нужно было сохранить наши отношения, о которых она сама пока не знала, но все же. Я заметил, что рядом с деревней начали появляться грибы и жадно их собирал. Решил закидать все вещи на склад в надежде на то, что грибы она станет есть, и только тут до меня наконец-таки дошло. Под еду нужно было построить отдельное хранилище. Это было так очевидно, в то же время никто из неписей, даже не заикнулся об этом. Я помчался в город, чтобы купить мешок, удобрения и семена пшеницы, ведь она сеялась как раз осенью. Но купил слишком много удобрений, и весили они довольно нехило. Пришлось выкинуть немного прямо посреди улицы, побежать в спешке домой, экипировать мешок на быстрый слот, потому что, видите ли, удобрять и сеять можно было только с использованием мешка. Доставать посев материалы из карманов было нельзя. Но тут я наконец-то смягчился.
воодушевился. У меня получилось хоть что-то, и я понял, что занимаюсь именно тем, чем нужно, представляя, как хорошо все пойдет дальше. Сначала я удобрил вспаханную землю, затем прошелся по ней мотыгой еще раз, чтобы земля смешалась с навозом, посеял пшеницу и, наконец-то, выдохнул с облегчением. Решил оградить свое поле небольшим забором, и только после вспомнил о том, что надо бы построить новый склад, иначе в моей деревне буду жить только я. Я обрадовался, ведь склад продуктов был гораздо меньше, чем склад для ресурсов, и я приступил к работе. Наступила ночь, но я не останавливался. Избитые руки в кровь, я строил за нашу любовь, как говорят. После окончания стройки я тут же побежал раскидывать инструменты и ресурсы по складам. Закинул ведро и опять приписал ей добывать им воду. После закинул какую-то еду на продуктовый склад и, о боги, это сработало. Иконка голода наконец-то исчезла, а значит, я наконец-то допер, как всем этим заниматься. Фух, как же я рад, что наконец-то разобрался с этим. И вы только посмотрите, недовольство Леонардо, так зовут женщину, данную мне судьбой, достигла 97%, и если бы оно успело дойти до 100, я бы ее потерял. Да, судьбоносные события произошли сегодня, да и я уже не буду ложиться спать, ибо уже давно за полночь. Как говорят классики рэперного ремесла, Историческая хуйня. я решил сразу же построить склад для дерева. Точнее, это одновременно как бы и склад, и производственное здание. Для него нужно было не так уж много ресурсов, но и пока я только грибочки собирал, уж больно много их здесь было. Ловушка для кроликов тоже была с добычей, а после я побежал за соломой. По пути заметил бочки, в которых лежала мука, а сама трава под сено росла аж под соседней деревней. Ту, что была рядом с моим домом, я уже всю порвал и надеюсь, что она здесь вообще респавнится. Склад был закончен, в нем можно было крафтить дрова и доски, но пока меня заботило кое-что другое. Нет, не подруга ночь, тут все было стабильно, мы потихоньку сближались, а после я даже подстрелил немного уток из найденного в лесу лука. Я сбыл излишек ресурсов за какие-то копейки и увидел, что возле лагерного костра сидят две новенькие барышни, которых можно сагитировать в свой гарем. Думал, кого же пригласить, Роберту или Збигниеву, лучше Роберту. Я поселил ее в дом, пристроил в дровяной склад и дал работу по собиранию палок. А сам, вы не поверите, решил двинуться по квесту в деревню, которая была в чертовом километре отсюда. Нет, я не мазохист, просто хотелось чередовать занятия в деревне с такими вот пробежками. Да и по пути ведь всегда можно найти что-то полезное. Это же мой гриб, но я его ем, видишь, надкушено. Но главное, что сколько можно носить в инвентаре тот теплый и мягкий сверток от самбура. Это же издевательство какое-то. Я нашел какую-то брошенную стоянку, где лежали саженец яблони, немного мяса и топор, а еще пару медовух. И все это ерунда, но вот саженец яблони, получается, я смогу рядом со своим домом посадить дерево, а со временем и целый сад, с которого смогу собирать плоды матушки природы и продавать за кэш. Позднее на пути я нашел разбитую повозку с кучей раскиданных зелий. Некоторые восстанавливали здоровье, повышали силу и даже позволяли видеть в темноте. А потом вот этот вот остров привлек мое внимание. Но ведь не может он просто так там находиться, подумал я и поплыл туда. Казалось, тут обязательно должно лежать что-то полезное, какой-то маленький секретик или какая-то плюшка, но нет. Чисто, я бы сказал стерильно чисто. Было маленько обидно, но раз я тут, то можно срезать свой путь прямо через реку, а не двигаться вдоль извилистой тропы. В этой деревне я видел продавщицу лошадей и сразу предложил ей поторговать. На продажу были только седельные сумки, подковы и корм для животного, и только когда я вышел из меню торговли, увидел, что торгует она ослами, а не лошадьми. Для начала, конечно, тоже сойдет, но цена такому чуду больше 3000, и я просто пошел по квесту. Правда, попутно решил поджарить все мясо, ибо голод меня уже настигал, а чтобы наесться грибами, надо съесть их целую 100. Я собрал веток, разжег костер и поджарил почти 20 кусков мяса, а теперь к квесту. Волрад сразу же раскусил, чем пахнет подарок самбура. И что ж, получается, я зря таскал с собой дерьмо пару игровых дней. Да, теперь все официально. Это
это было дерьмо в свертке. И вот я уже говорил, что не особо хочу здесь читать бесконечные истории персонажей, которые ни на что не влияли, но только сейчас до меня дошло, что вся эта сюжетная ветка и заключается в том, что я расспрашиваю всех знакомых своего дяди о том, каким он был, чем занимался и все в таком духе. Но кажется мне, что это немного душное занятие, так что я скипал диалог, чтобы поскорее приступить к сути задания. Он попросил меня достать целую 1000 бревен для постройки лабиринта вокруг деревни, чтобы волки там блуждали и не могли пробраться в эту самую деревню. Ты что, нюхаешь, блин? Ромашечку. Нет, я не накурился, накурились разработчики этой игры. Я уже начал рубить березу, чтобы посмотреть, можно ли сдавать бревна по паре штук, или ему обязательно тащить сразу целую 1000. Оказалось, что он просто шутит. Но я шутку не особо понял, так как в игре, где я наматываю километры, чтобы узнать историю жизни своего дяди, которого по сюжету видел только в детстве, а по факту совсем не видел, какой вообще в этом смысл, если дядя уже умер? В общем, все же работа у этого парня была. Он попросил закончить страдания его коровы. Ну это просто... Я не очень хотел этим заниматься и решил поговорить с его женой, чтобы урегулировать вопрос как-то по-другому. Но, извините, я увидел перспективу выслушать еще один длинный монолог о каких-то далеких событиях, так что, говоря с ней, я согласился убить животное. Это было не очень приятное занятие, но просто пропасть ей я не дал и разобрал ее на ресурсы. Вернулся к Волраду, который в награду за это дело пообещал рассказать историю про дядю. Извините, это я буду скипать. Это никак не влияет ни на игру, ни на персонажа, извиняюсь, на наш кошелек. Да и хотите прикол? Поделившись своей историей, он прервался и сказал, что другую историю он уже не может рассказать, так как это уже дело другого дядиного товарища, и нам надо возвращаться в первую деревню к Юнигосту за новой порцией печатного текста со словами, что это очень личная история, и слушать ее нужно именно у той барышни, которая к этой самой истории и причастна. Ну, я помню, что я обещал не возвращаться к этому шедевральному сюжету, и, пожалуй, так и сделаю. Единственный плюс от сегодняшней пробежки — это то, что я смог продать все те зелья и медовухи, которые нашел на стоянке лесорубов. И снова день начинается с флирта. Я околдован вашими волосами. Знаете, как называется свинья, которая забежала в куст? Ёжик. Да, чуваки, даже это сработало. Неприхотливая жена, счастье в семье. Я увидел, что открылся рецепт домика побольше и искал уже было под него удобное местечко. Сносить старый я не собирался, так как потраченные ресурсы уже вряд ли вернешь, но новый дом неплохо так умостился слева от старого. Может, они здесь оба и останутся, если все будет хорошо. Единственное, для крыши опять не хватило соломы, но я нашел ее с противоположной стороны реки, рядом с мостом, буквально метрах в 30 отсюда. Вот только я не знал, как занять новый дом. Через меню управления деревней этого вроде как сделать было нельзя. Прокачал еще немножко навыков. Думаю, что углубляться в это не обязательно, так как навыки здесь не открывают новых механик, а скорее просто упрощают обыденные дела. То есть позволяют быстрее строить, реже голодать, дольше использовать инструмент и все в таком духе. Потом я решил сделать топор для моей второй сожительницы, чтобы та смогла добывать бревна, а то рубка бревен, если честно, мне уже начала поднаедать. Если та барышня сможет добывать и палки, и колоды, хотя бы в не очень быстром темпе, то это уже будет идеально. Позже я решил немного украсить свой дом каким-нибудь заборчиком, но моих сил, которые остались на гриндпалок для этого самого забора, хватило только на вот такой небольшой кусочек, после чего настала зима. Мир игры очень сильно преобразился, к тому же буквально через пару секунд после выхода из дома я начал замерзать. Не особо приятная ситуация, и поскольку я потратил часть денег на технологию строительства забора и бочки, сомневаюсь, что мне хватит денег на теплую одежду. Да, у меня был мех, из которого, очевидно, и делается теплая одежда, но швеи в моем поселении пока нет, так что придется как-то выкручиваться. Или просто переспать зиму целиком, как медведь. Ага.
Но с помощью смекалки я смог победить холод и без теплой одежды. Горящий в руке факел мог согревать не хуже нее, но я как-то даже и не заметил пагубного влияния холода на нашего персонажа, так что просто занимался своими делами. Открыл технологии каменного копья и заметил много разных полезных технологий, которые раньше упустил. Тут и лук, и ловушка для птиц, и много чего еще. Открыл технологию создания деревянных ведер, забрал бревна из общего склада и начал делать доски, чтобы потом посмотреть, сколько они стоят и сколько я смогу на этом наварить. Но я понял, что просто так все эти новые вещи мне не создать, и покопавшись в меню полминутки, понял, что надо строить мастерскую под это дело. И только когда я все это дело уже закончил и приступил к созданию ведер, я заметил, что здоровья у моего героя уже практически нет. И логично, что виной тому холод, на который я, решил не обращать внимания. А шкалу здоровья я как-то даже не заметил, потому что даже ни с кем не дрался. Теперь-то факел из рук я уже не выпущу. Я погнал в деревню смотреть, сколько я смогу выручить денег за свои ведра и сколько будет стоить теплая одежда. Но в продаже здесь были только соломенные шляпы, а мои ведра стоили всего 15 монет каждое. 2 я продал, а 2 оставил на складе. Я не знаю, что она делает, а вот напоминание о том, что в игре мы стареем. Видимо, здесь родились дети, так как раньше я их не видел. Они так забавно ходят, будто бы уже обделались. Я понял, что ведра делать не особо выгодно, но как насчет простых плетеных корзинок? Для этого дела нужны были только палки, и поскольку их вокруг валялось просто дохренища, то я решил попробовать таким способом их утилизировать, а заодно и заработать лишнюю монетку. Крафтил я их партиями, прерываясь на факел, чтобы не замерзнуть, но, видимо, все-таки увлекся, и первая смерть не заставила себя долго ждать. Меня перебросило на начало этого дня, поэтому все последние действия, включая постройку мастерской, мне пришлось повторить опять. И начиная с сегодняшнего дня, я решил больше не углубляться в показ однотипных повторяющихся действий, чтобы успеть показать вам как можно больше контента. И, так сказать, чекпоинтами нашего рассказа теперь будут не дни, а сезоны, так что мы с вами отправимся прямиком к весне сразу после того, как я насобираю больше 200 палок. Сделаю из них 26 корзин и продам это все дело почти за 200 монет, что все еще очень мало. В остаток дня я нанял себе в деревню 3-го человека, у меня был выбор взять в поселение мужика по имени Немой или барышню Жмигневу. Ну, видимо, на деле Немой оказался ничьим вообще, и я оставил его сидеть тут. Вы можете подумать, что я тут действительно создаю вокруг себя какой-то гарем, и может быть так и есть, но нет. На самом деле я решил взять 3-ю девушку для того, чтобы между жителями не начались какие-то отношения, и деревня не начала бесконтрольно расти. Боюсь, я еще не настолько профессиональный староста деревни, чтобы успеть за всем уследить и удовлетворять нужды большого количества людей. В то же время без новой жительницы было никак. Как я понял, в деревне есть 3 базовые нужды – еда, вода и древесина. Если с первым и вторым все было более-менее хорошо, то вот бегать каждый день собирать для этих ребят 100-другую веток я не хотел. Все же я рассчитывал построить какую-то автономную систему, куда я мог бы не вмешиваться так часто, а только собирать сливки с нее. Для охотницы я скрафтил около 5 каменных ножей, чтобы та могла добывать мясо подольше, и когда все процессы были наконец отлажены, я мог отдохнуть. Наконец-то, снова весна. Первый год в мире средневековья остался позади. Плюс пришло время платить налог, и чем больше у нас жителей и построек, тем, соответственно, больше нужно будет и платить. Сегодня я наконец-таки повысил свои отношения с Леонардой до 100%, и уже завтра смогу предложить ей основать семью. Пшеница, которую я посеял, кажись, в первый день осени, к первому дню весны почему-то еще не созрела. Надеюсь, я не упустил какого-то нюанса в ее выращивании. Размер налога составил чуть больше 200 монет, что так-то не очень много. А вот что много, так это, цены на их повозки в соседние деревни. Ведь с продажи разной мелочи я в лучшем случае получаю те самые 200 монет за забитый кверху инвентарь этого добра. Ну и получается, что простой мужик с повозкой за одну поездку в пару игровых часов зарабатывает вдвое больше, чем я плачу налога с небольшого поселения с собственным производством еды, древесины и воды за год.
Я выполнил пару заданий жителей соседней деревни. Первое — крафт ведра, за что получил только уважение, а второе — добыча 3 бревен, за что мне уже дали более предметные вещи в виде 50 монет. Не то чтобы много, но задание было тоже несложным. В этом же селе я нашел продавщицу Добраву с изысканными товарами, которые можно дарить возлюбленной, чтобы быстро повысить ее расположение к себе. Но тут были такие цены, что желание что-либо покупать сразу отпало. Единственное, я волновался, что без какого-либо подарка женитьба окажется невозможной. Но пока вариантов нет, слишком уж большие тут цены. Предвосхищая созревание пшеницы, я купил семена льна, которые сеют как раз весной, и штукатурки. С ее помощью можно будет утеплить дом, о чем я случайно узнал зимой. Ну и стоила она недорого. Ах да, еще же я купил себе соломенную шляпу почти за 200 монет. Она немного спасала как от жары, так и от холода. Утеплить дом целиком не получилось, но думаю, ассортимент у продавца скоро обновится. А вот за домом растут 2 яблони, о которых я совсем забыл вам рассказать. Я посадил их зимой, и слава богу они принялись, потому что я думал, что зимой они просто пропадут. Позже сходил поохотиться на зверей, и сей процесс играется не очень так приятно, но дело это нужное. И кстати, тут я впервые победил волка уже в честном бою. Ну нахер. Ну ты видел? На следующий день весны я наконец-таки поженился с Леонардой. Хоть в виде 2D слайд-шоу, но зато не пришлось кольцо покупать и тратить на свадьбу деньги. Теперь можно будет завести ребенка, но тогда в период беременности она не сможет таскать воду из колодца. Не хочу, чтобы вы думали, что я не хочу заводить ребенка из-за этого. Просто пока деревня не способна функционировать в автономном режиме, мне постоянно нужно крафтить для работников инструменты, топоры для рубки дерева, ножи для разделки туш, и расходятся они довольно быстро. Пожалуй, нужно будет потратить один день исключительно на то, чтобы накрафтить по 10-2 инструментов каждого вида, и не беспокоиться об этом хотя бы некоторое время. Я решил отдохнуть от собирательства палок и камней, ибо это дело составляет около половины моего геймплея. И вы не поверите, сходить к Самбору по квестовому заданию. Да-да, я говорил, что не вернусь к этим чертовым квестам, но вдруг тут появится что-то интересное. Офигенно. Он попросил добыть меня по 20 единиц разных продуктов. И если вы не играли в эту игру, то вас эта информация никак не удивит, но я теперь точно плюну на эти квесты. Чтобы купить все это добро, нужно будет отдать, ну давайте посчитаем по цене капусты, около 500 монет, а чтобы вырастить, несколько полей, на каждом из которых сеять продукты в разное время года. И все это для того, чтобы прочитать новую офигенно интересную историю от Непися. Нет, спасибо, я возвращаюсь домой. Пошел я другой дорогой, чтобы по пути заглянуть в деревню, мало ли там могут быть уникальные торговцы или товар. И их здесь было 2. Первый торговал разными гончарными изделиями, а вторая — курами и товаром для их выращивания. Животноводство звучит интересно, правда перед этим надо бы еще добавить людей в деревню и выделить им поле для работы, чтобы зерно автоматически собиралось и выращивалось. Когда я лег спать, запустилось случайное событие. В деревню пробрался вор, но он попался прямо на месте преступления. Можно было отрубить ему руки, попросить, чтобы кто-то отрубил ему руки. Воу, игра, такая вариативность, мое почтение. Или дать ему пинка под зад и отпустить. Я решил выбрать последнее, ибо какие-то радикальные тут законы, мой выбор принес некоторые последствия. 5% моих ресурсов все же было украдено. Интересно, что бы случилось, если я лишил бы его рук? В деревне добавилось бы пару единиц мяса. Наступило лето, и, о боги, моя пшеница наконец-то созрела. Я забрал серп, который купил еще в прошлом году, и погнал ее собирать. Пока что в этой игре мне больше всего нравилось земледелие и рубка древесины, но поскольку на первом особо не заработаешь, вся надежда на второе. Я добыл чуть больше 70 единиц пшеницы, сразу же удобрил поле новой порцией навоза и погнал в деревню посмотреть, сколько это добро стоит. Перерабатывать ее в муку, а уж тем более готовить какие-то сложные блюда,
блюдо, да хотя бы хлеб, я еще не умею все равно, так что вариант с продажей звучит логично. 1 единица пшеницы стоила 5 монет. Это не сказать, чтобы много, и заработал я всего 350 монет. Учитывая, что засеянное поле было небольшим, это вроде бы и нормально, но ведь она росла 3 игровых месяца. Сразу же я закупил семена капусты, тут же посеял их, и у меня родилась новая гениальная идея по заработку денег. Продавая урожай, я заметил, что одна стрела стоит 3 монеты, а крафтятся стрелы стаками по 10 штук, а это уже 30 монет. Звучало неплохо, учитывая то, что для этого дела нужны были только камни до палки, плюс перья, но его я почти все время складировал, и там явно собралось его уже немало. Остаток дня я только и делал, что занимался собирательством и созданием стрел, и мой труд оценили почти в 7 сотен монет, что так-то вдвое больше, чем принесла мне пшеница. Я так прикинул, способ заработать достаточно неплохой, хоть и затратный, если целенаправленно искать птиц для добычи перьев. Поскольку у меня насобиралось немного монет, я решил вложиться в открытие новых технологий. Открыл деревянный костер, зелье варенья не трогал, потому что для этого нужно строить новые помещения, а я свой лимит в 10 зданий, оказывается, уже исчерпал. Открыл ловушку для грызунов, и вряд ли это что-то стоящее, учитывая размеры добычи, но все же это мелочи, а также открыл простые рецепты блюд. В сравнении с ними рецепт плова, звучащий на фоне, выглядит ну прям очень трудозатратным. А для каш всего-то и нужно было, что зерно да деревянные миски, крафт которых я уже открыл. Пообщавшись с женой, мне пришлось отправиться к одной мастерице, которая попросила меня принести ей перья всех видов птиц в здешних краях. Это оказалось проще, чем я думал, поскольку спустя все мои пробежки между деревнями я уже знал, где какой вид птиц обитает. Ну а стрелять я уже давно приноровился и теперь почти не промахивался. И хоть перьев для сдачи задания мне не хватало, я их продал, я все же двинул в ту деревню, чтобы сдать квест. Просто я понимал, что добуду эти ресурсы по пути. Так и вышло, причем даже с запасом. Вот это я понимаю, нормальное задание. Она сказала, что изобретет какую-то диковинку из этих ресурсов, и завтра я смогу это забрать себе. В этой же деревне я помог одному жителю добыть древесину для починки своего дома, а после пригласил в свою деревню, хотя это скорее была простая ферма, до деревни все еще было далеко. И оказалось, что я могу поселить его в дом, где уже была жительница. Как я понимаю, теперь они образуют семью, и деревня, может быть, начнет расти. Я назначил его работать в охотничьем домике и подкинул ребятам задачу собирать перья. Для их сбора не нужны были какие-либо инструменты, но перья можно было выгодно продать или крафтить из них стрелы. По окончанию сезона я произнес вдохновляющую речь, которая заставит жителей деревни работать еще усерднее. Выйдя на улицу в первый день осени, я приятно удивился, ведь капуста уже созрела, и оказывалось, что с одной грядки я собирал ее больше 5 штук, и пришлось излишек пока выбросить. А, она плавает, фух. В общем, начался процесс сбора и поспешной продажи товара, так как держать ее на складе попросту не имеет смысла, ведь мяса, добываемого охотниками, так хватает. Я даже излишки продаю. 1 единица капусты продавалась всего лишь за 3 монеты, и учитывая то, что с одной грядки я собираю, скажем, 6 штук в среднем, и таких грядок у меня 40 штук, я заработал свыше 700 монет с 2 полей. Не сказать, чтобы это много, так как если я все правильно помню, то за посев материал и удобрения я заплатил больше 500, и все же прибыль есть, так как вместе со сбором капусты собиралось и семено, которое тоже продавалось. После продажи я сразу закупился пшеницей и удобрениями и приступил к новому посеву с железной мотыгой, которую украл в деревне. Открыл рецепт скамейки на остаток сбережений и поставил ее недалеко от дороги, а после сделал пару ведер, чтобы наполнить деревянную ванную, которую когда-то построил у своего дома. Я пошел к Николе, но оказалось, что все мои старания напрасны, и обычное гусиное перо – это лучший вариант для изготовления стрел, которыми она и занималась вчера. Но все же моя беготня не была напрасной, она сказала, что присоединится к моему поселению, в то же время дала мне 30 стрел, которые у нее получилось изготовить из притащенных мною перьев. Стрелы вышли очень надежными и каждый раз показывают себя по-разному. Если говорить простыми словами, их урон колеблется от 1 единицы урона до 30. Позднее я их продал
продал, даже не став испытывать, потому что простые стрелы меня полностью устраивали. Еще я посетил пару дальних деревень, чтобы посмотреть на здешних торговцев товаром. Один просто продавал древесину, вторая руды и слитки из разных материалов, а у третьего был всевозможный ассортимент инструментов, начиная от каменных, заканчивая железными и медными. Возвращался домой я еще через одну деревушку, которая удобно расположилась на моем пути. И здешний торговец был как раз тем, кто мне и был нужен все это время. Ткани, разная одежда, шляпы и теплые накидки, разные сумки и даже рюкзаки, которые увеличат мою максимальную грузоподъемность. А это, если честно, мучило меня всю игру. Теперь я смогу таскать на 20 килограмм больше груза и надеюсь, что этого мне хватит. А по возвращению домой я понял, я зашел в тупик. Как вы поняли, я пробегал уже пару сезонов, а количество максимально возможных построек так и не стало больше 10. Я не знал, как снять этот лимит, и пришлось погуглить. Все оказалось банально и просто. Нужно проходить игровые задания. Не сюжетные квесты, на которые я жалуюсь вам целую игру, а именно главы. И по них моя деревня пока находилась на стадии развития простой фермы. Смотрите, что нашел спустя почти 30 игровых дней, вида третьего лица. Так все игралось ни капли не хуже, чем от первого, если даже не лучше. Я не выкапывал пни срубленных деревьев все эти годы, если вы заметили, потому что думал, что из них вырастут новые деревья, но на деле все вышло не совсем так. Наконец-то, подумал я, потому что деревьев в ближайшие сотни метров не осталось вовсе. А вот и амбар, в котором можно будет обрабатывать урожай. Я решил немного украсить деревню, чтобы она казалась настоящей, а то кроме домов нет никаких признаков цивилизации. Установил пенек рядом с лавкой и построил каменный костер, рецепт которого только что изучил. Яблони, которые посадили почти 2 года назад, как видите, еще не выросли в полной мере, но стали заметно больше. Думаю, еще год или 2, и они таки начнут давать плоды. Я побежал в деревню, чтобы нанять еще одного жителя к себе, но здесь были только женщины, а мне хотелось разбавить мой гарем и заселить в каждый дом по 2 жителя. По идее, так со временем деревня начнет расти сама по себе. Главное не забыть и самому завести ребенка, ведь рано или поздно наш герой тоже умрет. И я не знаю, когда именно. По идее, в средних веках люди не жили так долго, как сейчас, но гуглить я не стал, так как, не зная свою дату смерти, я максимально приближал существование этого персонажа к реальности. И как видите, сейчас я собирал палки абсолютно все и как можно больше. А все потому, что я нашел вещь, на которой можно будет заработать еще легче, чем на стрелах. Стрелы крафтились из палок, камня и перья, а вот арбалетные болты только из дерева и перья. Хотите забавную вещь? Лут в этом заброшенном лагере спустя год респавнился, и я смог забрать хороший почти новый лук, пару медовух и стрелы, а еще бронзовый топор и железную булаву. Нет, ну разве не круто? Конечно, реализмом не пахнет, но зато очень удобно. Я скрафтил просто невероятное количество арбалетных болтов и побежал в деревню заплатить налоги, но понял, что денег-то у меня и не хватает. Но 170 болтов сразу же исправили ситуацию. Продав каждый почти по 5 монет, я заработал почти целую 1000. Плюс медовухи и прочие найденные мелочи сделали меня почти богачом. Ближе к ночи я сбегал в другую деревню и таки позвал к себе нового жителя-мужчину и подселил его к девушке, а уже на следующий день опять занялся крафтом арбалетных болтов. Продал целых 390 штук, и таких денег в игре я до сих пор в руках даже не держал. Наконец-то я почувствовал уверенность в завтрашнем дне впервые за игру, ведь с такими деньгами уже можно инструменты получше купить и, быть может, даже завести животных, если на то будет время. А времени у меня постоянно не хватало. Не было такого момента, когда я не знал, чем бы мне заняться. Вот сейчас я начал строить кузницу, в которой можно будет создавать себе инструменты для работы в поле, оружие и все остальное, что я не мог сделать голыми руками. И, собственно говоря, открыл рецепты этих самых инструментов: медную мотыгу, лопату, серп и все остальное, так как деньги у меня все еще были. Ну а потом я решил, что наконец-то моя деревня достигла того отрезка времени, когда они более-менее способны самостоятельно существовать. От меня требуется только крафтить ножи для охотников, да топоры для лесорубов. И я решил немного украсить эту самую деревню.
И пропал я, ребята, надолго. Как видите, обзавелся новой одеждой, и деревня успела довольно сильно преобразиться. Жена послала меня за бутылкой вина для незабываемого вечера, но я здесь для того, чтобы показать вам мою деревню. Здесь плюс-минус все по-старому. С другой стороны у меня 2 поля с ограждениями, амбар для наема рабочих в поля, будка для шахтера, который добывает камень, глину и так далее. Сзади курятник, пока что пустой, но, как видите, забор я уже построил, чтобы птицы не разбегались. Дальше идут дома, у реки колодец, и, как видите, не очень хорошее место для строительства я подобрал. Выходит, что мы расположены на склоне, и из-за этого очень неудобно искать места под дома, плюс часто нельзя разместить их именно там, где хотелось бы, из-за неровного ландшафта. Этот дом из бревен – это новый охотничий домик, старый мне пришлось разрушить. Жаль, что тогда я еще не знал, что можно было его просто-напросто улучшить, а так теперь там пустое место. Склад для хранения ресурсов я тоже улучшил, для этого нужно было много бревен на стены и досок на крыше. Ну и здесь все по-старому, разве что я построил кузницу, где можно делать все остальные инструменты и плавить слитки. Пока я бегу в деревню за вином, хочу вам сказать, что система управления деревней здесь мне не особо понравилась. Когда открываешь вкладку управления деревней, глаза просто разбегаются. Столько строчек, разных вкладок, каждого из жителей, которых, казалось бы, всего 6, нужно определить на рабочее место, задать ему цель для работы и даже дать инструмент. А поскольку каменные инструменты быстро ломаются, то приходится в эту вкладку управления довольно часто заходить и смотреть, чего же не хватает в этот раз. Должен сказать, что прямо сейчас на складе точно лежит около 10 топоров и ножей, но хватит этого не то чтобы надолго. Я принес вино жене, ожидая хороший во всех смыслах вечер, но как-то незаметно средневековое соитие превратилось в очередной забег по деревням. По пути я встретил каменный дом и решил зайти посмотреть, что продает его житель, в надежде на, не знаю, на рецепт, какие-то уникальные вещи, но он просто торговал посудой, горшками и корзинами, так что, увы. А вот в той деревне, куда меня направила жена, нужно было помочь какой-то новенькой барышне, вокруг которой почему-то поднялся скандал. Оказалось, она сказала, что это ее земля и у нее есть на нее купчая. Но наш герой ответил, что в этих землях все работает иначе. Земля в свободном распоряжении крестьян, нужно лишь платить налоги королю. И я сразу понял, что можно будет зарекрутить ее к себе в деревню. Тем более, что она сказала, что разбирается в садоводческом деле. Но места для нее сейчас у меня не было, да и из сада у меня только 2 яблони. И да, забыл рассказать вам, что посадил вишню прямо у себя под домом. К слову о иммерсивности этой игры. Ее здесь нет от слова совсем. По пути домой я наткнулся на стадо зубров и, чувствуя в себе силы, решил одного пристрелить. Ну нахер. Это был немного напряженный бой. С одной туши бизона я добыл 25 единиц мяса и 7 шкур. Это не так уж и много, кстати. А в заброшенном лагере нашел мешок, теплую обувь, железный нож, пару медовух и зелий. Такие расходники я всегда продавал, так как не было у меня ситуации, когда моей жизни угрожала бы смертельная опасность. Кроме той самой первой битвы с кабаном, когда я не знал, чего можно ожидать от этой игры. В деревне я починил пару зданий, которые успели обветшать за 2 года. Сделал больше 150 арбалетных болтов на продажу и поговорил с женой, которая надеялась, что я все же привлеку в нашу деревню ту новую жительницу. Но, увы, это нам сейчас не нужно. И тут я понял, что настало время X. Деревня вполне хорошо себя чувствует, мне уже далеко не 18, как было в начале игры, а 20. Если до 40 доживем, и то хорошо. Так что я решил предложить ей завести ребенка. Я построил еще один дом, создал партию каменных ножей для охотников, а после и парочку топоров. Этого должно было хватить хотя бы на полгодика, надеюсь. Ну и с приходом сумерек заделал женой ребенка. Это было слишком быстро. Настала весна, и поскольку в этот раз я сеял не пшеницу, а жито, то в первый месяц весны оно уже дозрело, и пришла пора его собирать. Но перед этим прошу посмотреть вас на обновленный курятник. Я купил 3 цыпленка, и, как понимаю, нужно дать им пару месяцев, чтобы те выросли. Наконец-то я понял, для чего нужна эта чудная палка, чтобы выбивать зерно из колосьев. Поскольку по стоимости и само зерно, и зерно вместе с соломой стоило одинаково, я заготовил себе только небольшое его количество, чтобы было из чего кашу варить,
да корм для животных делать. Остальное продал за довольно неплохую сумму. Ну а после начался процесс нового посева, сначала удобрение, потом возделка почвы и посев. В этот раз я засеял лен. Надо менять культуры, чтобы запастись всеми видами зерновых. Надеюсь только, что они не гниют со временем. Ну а после всего этого дела я хотел посетить швею, у которой я покупал одежду и рюкзак, чтобы купить нити для создания лука. Ведь, как видите, новая 8 глава требовала от меня создать лук и поохотиться. Но по пути я решил заскочить к Алвину, которому помогал в самом начале игры разобраться с малолетним ухажером ее сестры. И, о чудо, наконец-то мне начало вести в этой игре. Он попросил отнести его бурдюк на починку к той самой девушке. Она попросила достать ей материалов, а поскольку уже ночь, сегодня это сделать я явно не успею. Но зато я купил нити и продал все добро, которое нашел по пути. А нашел я и медовуху, и какие-то зелья, словом наварил около 2000 монет. Такой себе баланс, если честно. Зачем стараться, сеять зерно, добывать древесину, нанимать людей и заботиться за их состоянием и довольствием, если можно просто по карте побегать и пособирать ценный лут в точках интереса, которые регулярно респаунятся. Дома я добыл себе пару бревен и создал лук. Он был слабее, чем тот, который я когда-то нашел в палатке, так что пока будет лежать в инвентаре. И поскольку оба задания сейчас заключаются в охоте, то пусть начнется охота. Но на самом деле все было не так быстро. Мне нужно было найти 3 вида животных – дикого кабана или оленя, которых я не стал искать нарочно, потому что они и так встречаются очень часто. А вот 2 других – лось и медведь. Их я в игре не видел вообще ни разу. Но спешу сказать вам, что я забегал в деревню внизу карты, и там можно было купить лошадь аж за 5000. Как человек, имеющий некоторый опыт в играх, я подумал, что если такие важные вещи находятся внизу карты, то эта ее часть будет, как бы это сказать, более высокоуровневая по луту и полезностям, чем центр карты. А значит, и медведь, и лось тоже должен водиться где-то в этой области. И я погнал туда, но максимум, что я мог найти, это зубры, которых я даже не трогал. Я был уверен, что рядом с этим озером прям-таки будет водиться либо лось, либо медведь, но увы, я не нашел ничего лучше, чем побежать в ближайшую деревню, глянуть, что за добро продают там, хотя по факту я, пожалуй, видел уже все вещи, которые может предложить мне игра. Одежда и рюкзаки, инструменты и оружие, зверей и саженцы. В этой же деревне был рыбак, но ничего кроме остроги, буду называть так, копье для рыбалки, ведь по факту оно так и называется, ничего кроме этого добра и соли тут не было. Но на своем пути я встретил перекинутую повозку с медной и оловянной рудой в количестве пары штук. Потом я увидел на карте тропу, которая, если судить по карте, вела в никуда. Но ведь так не может быть, там определенно должна быть какая-то точка интереса, подумал я, и если вы со мной согласились, то поздравляю, мы с вами сделали ошибку. Я направился в деревню на севере от меня, и вот уже здесь на своем пути я встретил медведя. После легких стычек с волками и оленями я был уверен в своих силах, а когда медведь начал убегать, я и вовсе расслабился, ведь убегало животное только тогда, когда оно теряло много здоровья. Но эта падла вернулась назад и начался замес, из которого мне едва удалось выйти живым. И видно, этот медведь был какой-то солевой, но не будем об этом. Следующей целью был лось, но уже темнело, и после посещения деревни, где я продал все найденные на своем пути плюшки и все добытые ресурсы с животных, купил пару медных инструментов, которые оказались не такими уж и прочными. Решил погнать домой через одно из озер, и черт, сегодня мне точно везет. По пути я заметил надпись, указывающую на то, что здесь водятся лоси, ну и мне захотелось использовать купленный в деревне арбалет. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ну? Но болтов к нему у меня не было. После медведя охота на лося была детской шалостью, и я погнал домой, попутно забежав в деревню, чтобы сдать квест по починке бурдюка. Господи, а ведь это все еще задание по починке бурдюка, а мне казалось, что уже прошло довольно много времени с тех пор, как я его взял. В любом случае, бурдюк я вернул, а заодно нанял себе в деревню еще 2 жителей, чтобы продвинуться по главному квесту. Чисто спонтанное решение, ведь мне не особо нравилось именно управлять поселением, раскидывать жителей по работам и
следить за тем, чтобы им хватало еды и инструментов. Я бросил их на работу в поле, так как скоро должен созреть посеянный урожай. Пока я собираю ресурсы, чтобы сделать запас инструментов для работы в поле, скажу вам, что новый главный квест просил меня завести жену, как я понял, но ведь она уже у меня была, или я что-то неправильно понял. В общем, сейчас мне было не до того, так как время летело очень быстро. До кучи я сделал себе арбалетных болтов и затестил новое оружие. Процесс его заряжания был в 2 раза больше, но урон тоже. Наступило лето, я погнал к Алвину, который, очевидно, довольно важный персонаж, раз у него была своя сюжетная ветка, да еще и поинтереснее, чем у того черта Самбура, который гонял меня туда-сюда. Алвин дал мне 120 монет и попросил забрать мотыгу, которую для него сделал мастер из деревни по ту сторону реки. Мастер сказал, что Алвин достоин больше, чем бесконечной работы в поле, с чем мы согласились, а после забрали мотыгу за 90 монет. О, целых 30 монет разницы, у нас тут моральный выбор, отдать деньги или оставить их себе. За 30 монет можно, ничего за них нельзя, потому что я только что продал половину арбалетных болтов и других мелочей, чтобы мне хватило денег на уплату ежегодного налога, который я умудрился пропустить, и, видимо, платил уже с учетом штрафа, ведь сумма вышла гораздо больше, почти 1000 монет. К слову, Алвин оценил, что я хотел дать ему сдачу и сказал оставить те копейки себе. Видимо, в нем тоже людского много. Смотрите, а на поле уже трудятся мои работяги. Я не стал давать им мешков, чтобы те не смогли сеять новый урожай, поскольку сеял я каждый раз что-то новое. Да и шить мешки я не умел, а покупать их даже не собирался. Но зато и сам принял участие в сборе урожая и посеве капусты. Достроил ограду для поля, а потом пошел к жене. Она себя странно чувствовала, ее беспокоил живот. И поскольку там сейчас живет наш наследник, то я тут же погнал в другую сторону карты за травницей, чтобы та помогла жене. Ну как сразу, я достроил часть большого забора, как-никак я несу ответственность за всю деревню, а еще увидел, что могу сделать кашу из одного ингредиента, которая продается за 30 монет, а это, скажу я вам, уже неплохая такая сумма. Не мужское это дело, но придется заняться в будущем готовкой, хотя бы ради шекелей. Травница сказала, что с женой, скорее всего, все в порядке, но наш ответ мне очень понравился. Я не думаю, что вы меня правильно поняли. Вы соберете все зелья и лекарства, что у вас есть, и с радостью пойдете со мной назад к моей жене, чтобы о ней позаботиться. Понятно? С такой настойчивостью она просто не смогла со мной не согласиться. Сказала собрать немного трав, которые у нее закончились. Благо, что росли эти травы в 10 метрах от деревни, и уже через минуту мы вдвоем на повышенной скорости гнали в свое село. Назовем его Житомиром. И сына я тоже, скорее всего, так назову. На пути я опять наткнулся на брошенный лагерь, а там были и лук, и разные дорогие ткани. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. И когда мы только к ночи добрались домой, я заговорил с женой. Она сказала: забудь, все в порядке. Когда я увидел, что проводить травницу назад к ее дому не нужно, то выдохнул с облегчением, а вот ей мог пожелать только счастливой дороги. У меня родился сын, открывайте шампанское. Саша никак не может открыть шампанское. Да это, конечно. И вы не поверите, мне даже удалось назвать его Житомир. Ну, при условии, что вы представите, что это не W, а буква Ж. Лично меня это устраивает. Все будут знать его как Витамир, но лишь мы, его родня, будем знать его настоящее имя. Житомир родился, а точнее прогрузился с опозданием, но это было круто. Своя маленькая династия. В этот момент я почти забыл о том, сколько тысяч палок мне пришлось собрать за все эти дни выживания. А когда жена сказала постирать одежду, которую тот обгадил, я без вопросов взялся за задание. Персонаж сказал, что нет проблем, ведь он сам обычно моется, просто забежав в реку. Скажу по секрету, я именно так и делал на протяжении всей игры, но совершенно забыл вам об этом сказать. Начался новый сезон сбора урожая, и я опять растекся в этой атмосфере и потерял счет времени. Но перед зимой, по крайней мере, я успел помочь парнишке Алвину. Он размышлял над тем, чтобы попробовать в своей жизни что-то еще, кроме работы в поле. И вот, наконец-таки, он решился купить себе лук, но попросил его провести, ведь как-никак мы уже опытные, и в случае нападения сможем защитить и себя, и его. Вот только он не знал, что мы пойдем кратчайшим путем, где не будет ни одного агрессивного моба. И не бразильский, и не индийский. Я?
Оказалось, что в эту деревню мы пришли только спросить, где же находится сама охотница, и уже у нее сможем купить лук. Алвин стал прямо за дверями, и пришлось попросить его отойти. Старина. Тебе нахуй. Охотница оказалась со скверным характером, но все же, несмотря на очередной вежливый диалог, продала лук и 20 стрел к нему. А вот, кстати, куры, которые уже успели вырасти. 2 кур и 1 петух. Купил по минимуму, так как, по идее, они все равно должны налупить новых цыплят, и рано или поздно кур в хозяйстве станет больше. Алвин попросил добыть материалов для строительства мишени, чтобы тот смог попрактиковаться в стрельбе. И хоть лично я считаю, что лучшая тренировка – это настоящая охота, я ему помог, и тот поставил мишень прямо на берегу реки. Кажись, теперь я понял, зачем тут нужен такой длинный и ровный участок. По идее, мы будем здесь стрелять, причем стрелять каждый раз с большего расстояния. Алвин попросил показать ему, как нужно стрелять, а потом сказал, что будет практиковаться, и через месяц-другой мы будем соревноваться с ним. Женушка все еще нянчила ребенка, которому этой зимой стукнет его первый год. А ведь зима уже настала. В очередной раз я понял, что деревня на холме не лучшая идея, но слишком много работы я сюда вложил, и сейчас как раз занимался улучшением мастерской. Я только заметил, что забыл засеять последнее поле, поэтому погнал в ангар за семенами моркови, которая сеялась зимой, и быстро исправил свою оплошность. А вот и Алвин, который ждал меня прямо у мишени. Я надеюсь, он тут не целую осень простоял. Мы забились на 100 монет, что я побью его рекорд в 64 балла, и что-то у меня не очень это и получилось. Я решил отойти подальше, чтобы выстрел получал больше баллов, ведь по идее расстояние давало какой-то множитель. Но я не рассчитал свои силы и проиграл. Но я не сдался. Я отошел метров на 20-30, стал вот так вот у этого камушка, чтобы запомнить свое место для стрельбы, и прикинул, в какую точку мне надо целиться, чтобы болт летел в центр мишени. Прикинул и поспорил с Алвином еще раз. Вот это другой разговор. Я забрал 200 монет, считаю, ушел в ноль, и это был еще не конец. Алвин сказал, что мы с ним еще увидимся, ведь он продолжит свои тренировки. Я надеюсь, не придется стрелять с 30, 50 или даже 100 метров, это будет уже слишком. Остаток зимы я потратил на строительство большого забора вокруг деревни и прочих мелочей. Как всегда, у работяг закончились инструменты, и мне пришлось добыть просто невероятное количество палок. Они буквально исчислялись сотнями. Ну и я сразу сделал большую партию ножей в количестве 30 или 40 штук из десяток каменных кирок. Плюс в этом месяце в моем хозяйстве появились новые обитатели, а еще сегодня, вернее только сегодня, с рождением сына, я по идее закончил главную квестовую линию, которая проводила нас по механикам игры. А это значит, что в целом я увидел все, что игра может мне предложить. И это было прям как раз вовремя, ведь... Настала наша последняя встреча в этом видео, после которой мне придется расстаться с этим средневековым миром. Мой сын неожиданно захворал и стал себя плохо чувствовать, поэтому первым делом я решил отправиться к травнице за лекарством, сразу после того, как заплатил налог размером больше, чем 1000 монет. Вроде и много, но ведь деревня тоже знатно выросла. К травнице бежать было чертовски далеко, но зато по пути я смог найти пару полезных вещей, из которых я продавал все, кроме прочных инструментов, ибо я и так крафтил их целыми пачками для того, чтобы их хватало неписям. Особенно быстро уходили каменные ножи для охотников. В этой деревне я смогу в будущем купить маленьких свинок, но до этого момента нужно будет как минимум построить для них хлев и загон. Травница сказала, что нужные мне лекарства у нее были, но последние она продала незнакомцу, и я побежал с ним потрещать. И, наверное, у разработчиков игры какое-то помешательство на диалогах. Этот Америгос сначала вел к тому, что просто так лекарства не отдаст, а когда я спустя десяток диалоговых реплик был уже готов заплатить ему все деньги мира, лишь бы не читать этот полный воды текст, он сказал, что отдаст лекарство просто так, ведь не может же он отнять лекарство у маленького ребенка, которому оно очень сильно нужно. Разве что в награду он попросил меня пригласить его в свое поселение, и в этот раз я согласился. Правда, селить его мне было негде, во всяком случае так я думал изначально, а после вспомнил, что построил большой роскошный дом недалеко от деревни, и ввиду отсутствия вариантов поселил его туда. А в деревне, соседствующей с моей,
я увидел королевского гонца, который дал мне особое задание, в награду за которое я смогу сильно улучшить репутацию династии. Он сказал, что у короля пир и попросил денег. Это сейчас было серьезно, такой себе чертовски интересный и уникальнейший квест, который я выполнил, ведь деньги сейчас зарабатываются куда быстрее. Я мог просто время от времени собирать мясо и другие мелочи из склада и продавать их за бесценок, но зато в очень больших количествах. В дороге я нашел еще саженцев яблони и, как видите, сразу же нашел им применение. Думаю, такой небольшой сад у воды будет смотреться очень хорошо. А здесь я посадил вишню в прошлом году, но вам не показывал. Хотел на ее фоне зачитать вам садок вишневой колхаты, но, к сожалению, 1,5 года не хватило для нее, чтобы та успела вырасти. Под конец дня Алвин снова рассказал мне о своих новых приключениях. После стрельбы по мишенях ему удалось поймать и убить медведя, на что он потратил 9 часов. Ну и новый вызов, новая ставка в 200 монет и 8 часов, за которые надо найти медведя и убить. Жаль, конечно, что я взял это задание уже практически вечером, ведь совсем скоро потемнеет, но учитывая то, что место обитания медведя мне удалось найти раньше, осталось туда просто добежать. Звучит как ничего сложного, главное, чтобы с учетом темноты он не убил меня первым. Стало очень темно, я ориентировался только по силуэту и старался стрелять ему в голову. Хоть у меня и был арбалет, по идее лучшее оружие в этой игре, но болты были самые обычные, и 3 выстрела мне не хватило, пришлось идти в рукопашную. Буквально через мгновение сюда затесался еще и кабан, но против него дубина сработала просто на отлично. Я потерял больше половины здоровья, но рассчитывал потерять я его еще больше. Алвин все еще стоял на том же месте, ожидая меня, и он решил, что приключений с него хватит, и он возвращается к фермерской работе. Он отдал мне свой лук и сказал, что сны, в которых он грезил приключениями, были прекрасными, но простая жизнь куда прекраснее них, и на этом квестовая линия с Алвином не закончилась. Правда, в этом видео мы ее уже не захватим. Ну что ж, ребята, вот и последний день выживания, которое так-то уже перестало быть именно выживанием и превратилось скорее в такой себе менеджмент деревни, где мне нужно было предоставлять жителям инструменты, а они уже добывали весь перечень ресурсов, которые нужны были для существования. Напоследок я решил провести вам маленькую экскурсию и показать деревню целиком, что тут есть и как это работает. Рядом с домом я хотел вырастить большую вишню, как и говорил раньше. Смотрелось бы это очень круто. Соседний дом с моим я не сносил, ибо с виду он тут прямо на своем месте, у воды, рядом земельный участок. Это курятник, где потихоньку рождаются новые цыплята, а взрослых кур можно продавать за 500 монет. Это домик для добычи камня, и сейчас он простаивает, ибо камень очень много весит, и я не хотел забить им весь свой склад. Тут простой жилой дом и еще один. У ручейка, входящего в реку, я построил колодец. Тут домик охотника из прочных бревен и уже не с соломенной крышей. Амбар, где выбивается зерно, производятся мука и крафтятся удобрения и прочие мелочи. В сундуке я уже запасся зерном мне на 1 посевной сезон. Слева кузница, за ней ремесленная мастерская и что-то вроде лесопилки. Продуктовый склад, и он просто-таки завален мясом. Я решил немного переназначить цели для жителей, чтобы они меньше добывали сырого мяса, а больше его сушили. Так и место сэкономим и потенциально больше заработаем. Еще совсем забыл, я начал строить большой дом чуть дальше за деревней. Это самое большое жилое здание в игре, и пока оно в распоряжении одного из жителей, но я думаю, в будущем я сам перееду сюда и сделаю такую себе небольшую усадьбу со своим садом и заграждениями. Знаете, кажется, что я провел здесь довольно много времени, а построено всего было мало, но каждое здание строится, грубо говоря, по кирпичику, и хоть их и немного, но ценность каждой такой постройки ощущается куда сильнее, чем в других играх, ибо это требует не только достаточно много ресурсов, но и времени на строительство, и в таких моментах игра позволяет раствориться в ней полностью. Вот как-то так это и было. Больше 4 игровых лет или же 50 игровых дней были позади. Хочется сказать, что это было довольно неплохое времяпрепровождение, хотя игра имеет и свои недостатки, о которых мне хотелось бы рассказать уже в другом видео. Сделать что-то вроде обзора, ну и может быть запилить небольшой, но ламповый гайд, как это было с Вальхеймом, чтобы, если вы решите поиграть в сие чудо, вы не столкнулись с теми проблемами и вопросами к игре, которые были у меня. Спасибо за просмотр, за актив и за поддержку канала, особенно вот этим вот ребятам. И увидимся в новом видео.
Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк поставь, подпишись. Будем пилить виндосы, ломать алгоритмы сети. Легко, но мне нужен ты.